От чего зависит здоровье и внешний вид кожи? Можно ли сохранить ее молодость с помощью нутрицептики? Что такое фитоэстрогены и чем они отличаются от женских гормонов? Это экспертное мнение. С вами Дарья Киншт. Давайте разбираться. Начнем с того, что кожа – это самый большой орган человека, вес которого составляет около 15% веса тела. При весе 70 кг – это 11 кг. Она выполняет массу важнейших функций: защита внутренних органов от повреждений, иммунная защита, обеспечение чувствительности, регуляция тепла и детоксикация. Кроме того, кожа участвует в обмене веществ. Когда мы говорим о возрастных изменениях, о коже мы вспоминаем в первую очередь. У каждого из нас есть свои биологические часы, которые запрограммированы генетически и определяют то, как мы будем стареть. Тем не менее, образ жизни имеет огромную значимость и может существенно менять скорость развития возрастных изменений. Поэтому свойства и функции кожи закономерно изменяются с возрастом, но значительно ускоряют этот процесс следующие факторы: избыточная инсоляция, интоксикация и вредные привычки, дефицит необходимых витаминов и микроэлементов, стресс, гормональный дисбаланс, а также хронические заболевания внутренних органов и систем. К примеру, при заболеваниях печени и почек увеличивается токсическая нагрузка на кожу как орган выделительной системы, а нарушение кровообращения при сердечно-сосудистой патологии затрудняет доставку питательных веществ и кислорода к коже. Поэтому для того, чтобы наша кожа оставалась красивой, молодой и здоровой, необходимо учитывать все эти факторы и комплексно подходить к решению проблемы. Сегодня остановимся лишь на некоторых ключевых моментах. Наша внешняя красота напрямую зависит от качественной работы клеток и состояния клеточных мембран. Клетки кожи в первую очередь попадают под негативное влияние факторов внешней среды, под действием которых образуются свободные радикалы. Они повреждают клеточные мембраны, нарушая их работу, а в худшем случае и генетический аппарат, приводя к перерождению клеток. Антиоксидантная теория старения – одна из самых изученных, и уже, наверное, тысячи исследований подтвердили, что дефицит антиоксидантов в современных условиях сказывается на нашем здоровье и красоте. Поэтому дополнительное использование природных антиоксидантов защищает наши клетки, сохраняя здоровье и продляя молодость. Антиоксиданты – это не только известные многим витамины Е, С и селен. Есть большое количество растительных веществ, обладающих мощным антиоксидантным действием и защищающих наши клетки от всех видов повреждений: ресвератрол, гидрокситиразол, ликопин, токотриенолы, бета-каротин. Красота начинается изнутри, а сохраняется тем более. Поэтому наша внешняя красота напрямую зависит от состояния нашего здоровья. И для женщин здесь первостепенное значение имеет гормональный баланс. Кожа является не только мишенью для многих гормонов, но и сама принимает активное участие в активации и биологической трансформации некоторых из них. Особенно важен баланс половых гормонов. И женские, и мужские половые гормоны присутствуют у всех нас, но их активность и количество различно. Для женщин, конечно, основное значение имеют эстрогены. Само слово «эстроген» в переводе с латинского «эстрос» означает «страсть», поэтому достаточный уровень эстрогенов для женщин значит очень много. Именно эстрогены стимулируют выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, препятствуя старению кожи и поддерживая ее тургор. Интересный факт. В период угасания гормональной активности эстрогенов именно в фибробластах кожи, особых клетках, основной функцией которых является синтез коллагена и эластина, увеличивается количество рецепторов к эстрогенам. Это значит, что природа заботится о сохранении нашей красоты, даже в условиях общего дефицита эстрогенов. Очень важно, что эстрогены улучшают сосудистый тонус, препятствуют тромбообразованию и развитию атеросклероза, таким образом улучшая питание кожи. Поэтому при снижении уровня эстрогенов кожа теряет возможность нормального кровообращения и питания. Кроме того, замедляется ее обновление. С эстрогенами все ясно, но что такое фитоэстрогены? Это растительные вещества, сходные по своему строению с женскими половыми гормонами и, соответственно, обладающие сходным действием. Но различия все-таки есть. Во-первых, фитоэстрогены обладают не стимулирующим, а модулирующим действием на эстрогеновые рецепторы. Работает это следующим образом. При избытке эстрогенов фитоэстрогены, связываясь с рецепторами, по сути блокируют их,
чтобы предотвратить избыточное влияние собственных гормонов. При дефиците же эстрогенов, в основном это происходит в период угасания гормональной функции, фитоэстрогены, связываясь с рецепторами, компенсируют гормональную недостаточность, продляя тем самым нашу молодость. Безусловно, делают это они значительно слабее, чем естественные гормоны. Во-вторых, фитоэстрогены обладают более выраженным сродством к эстрогеновым рецепторам типа бета, которые расположены во многих органах и тканях. В коже преобладают именно бета-рецепторы, действуя на которые фитоэстрогены подавляют апоптоз или запрограммированную гибель кератиноцитов основных клеток верхнего слоя кожи, сохраняя их способность к обновлению и нашу красоту. Замедляют разрушение коллагена, что приводит к сохранению эластичности кожи, стимулирует рост волос, поскольку эстрогеновые бета-рецепторы расположены в большом количестве в волосяных фолликулах, а красивые и здоровые волосы в любом возрасте – украшение женщин. Фитоэстрогены также способны оказывать положительное влияние и на весь остальной организм, и влияние это достаточно значимое, ведь они нормализуют синтез и обмен основных нейромедиаторов, повышают уровень эндорфинов, что сохраняет наше настроение. В клетках эндотелия сосудов фитоэстрогены повышают синтез оксида азота, основного сосудорасширяющего вещества, улучшая тем самым кровоснабжение органов и тканей, в том числе кожи. Фитоэстрогены регулируют уровень холестерина, снижая так называемый плохой липопротеиды низкой плотности и повышая уровень хорошего липопротеиды высокой плотности. Таким образом, фитоэстрогены способствуют профилактике атеросклероза, что тоже очень важно для сохранения красоты и здоровья. Ну и, наконец, есть данные, что при стимуляции фитоэстрогенами бета-рецепторов, расположенных в центре голода в гипоталамусе, снижается аппетит, что очень важно для контроля веса, который с возрастом довольно легко набирается, но вот сбрасывается очень и очень непросто. Фитоэстрогенов в природе достаточно много, но самым известным является генистеин. Его действие изучено со всех сторон и доказана безопасность и эффективность его применения. Это делает генистеин, пожалуй, одним из самых популярных компонентов в современных анти-эйдж-комплексах. Не менее важными для поддержания красоты и молодости кожи являются масла и липидные концентраты, содержащие ценные антиоксиданты и полезные жирные кислоты, которые питают кожу изнутри и защищают ее от повреждающего действия ультрафиолетового излучения. В частности, облепиховое масло, богатое полиненасыщенными омега-кислотами, играющими важную роль в поддержании эластичности кожи. Говоря об антиоксидантах, нельзя не упомянуть ликопин, который является одним из самых сильных природных ультрафиолетовых фильтров. Кроме того, он блокирует активность ферментов, разрушающих коллаген, и препятствует развитию процессов фотостарения. Для защиты от свободных радикалов и поддержания процессов обновления клеткам кожи также необходим витамин Е, который в природе представлен целым семейством различных молекул. 4 токоферолами и еще 4 токотриенолами. В качестве оптимального источника всего спектра молекулярных разновидностей витамина Е можно выделить масло рисовых отрубей. Оптимальнее всего, когда все эти компоненты поступают в организм вместе, поэтому при выборе внутрикосметической анти-эйдж-системы всегда обращайте внимание на состав. В случае же с нутришн-программой Beauty Sense можно быть уверенной в том, что все ингредиенты присутствуют в эффективных дозировках и наиболее биодоступной форме. Кроме масла облепихи, концентрата рисовых отрубей, ликопина и генистеина, комплекс содержит экстракт листьев оливы, стандартизированный по количеству антиоксиданта гидрокситирозола, защищающего кожу от окислительного стресса. Отдельно стоит отметить наличие в комплексе гиалуроновой кислоты со специально подобранной молекулярной массой для максимального усвоения клетками кожи. Ну и, наконец, в Beauty Sense содержится N-ацетилглюкозамин, особая молекула, которая активизирует синтез собственной гиалуроновой кислоты, обеспечивая тем самым максимально долговременный эффект увлажнения кожи изнутри. Это было экспертное мнение, и мы разобрались в том, от чего зависит здоровье и внешний вид кожи. Можно ли сохранить молодость кожи с помощью нутрицептики, что такое фитоэстрогены и чем они отличаются от женских гормонов. Будьте здоровы, молоды и красивы. Удачи и до встречи!